Йоу! Все кликбейтные названия, которые могут быть, наверное, будут в этом названии этого ролика. Но мы попробуем сегодня в этом разобраться уже наконец-то, потому что все об этом поговорили, но все равно ничего не поняли. А мы попробуем в этом разобраться, как это все работает. Опять же, я не какой-то препод, я не какой-то психолог, и уж точно не психотерапевт, который вообще вам все объяснит. Я самый обычный человек и попробую просто выразить свою мысль, и, может быть, она кого-то подтолкнет на размышления в правильную сторону. Давайте сначала обозначим, в принципе, что такое стиль. Стиль — это модель нашей личности, то есть проекция всего нашего внутреннего мира. Эта вся вот махина, то, что мы называем стиль, помогает нам выразить себя для всего мира, показать все, что мы чувствуем, как ощущаем, показать свой взгляд на мир. То есть стиль нам помогает показать для окружающих, как мы видим мир, как мы видим его своими глазами и как мы его ощущаем. И с помощью своего стиля мы сможем это все показать. Но тут у нас появляется ряд переград. Пятикантра — это корт под подошвой. Мы о них всех поговорим. То есть через стиль, через вот эту вот модель нашей личности мы можем окружающему миру, всем людям, чужим, там, не чужим, своим, показать то, как мы сами видим мир. Только наш взгляд субъективный. Поэтому это очень важно, это очень-очень важно иметь свой как бы стиль, чтобы люди вас понимали, иначе из этого не будет никакой коммуникации, никакого хорошего, приятного как бы общения и так далее. И что, конечно, самое интересное, что у каждого человека, абсолютно у каждого человека есть этот взгляд. Не надо говорить, что нет, на самом деле у меня нет своего стиля, я как бы всех копирую, я вот такая вот, не понимаю, что мне делать, я запуталась. Так, ребята, нет. Я вам могу четко сказать, что у вас он есть. Вы просто еще не можете его уловить. На самом деле этим мир и прекрасен, то, что мы, особенно сейчас, можем абсолютно каждый показать свой взгляд на мир. Это из-за этого жизнь-то она и интересная, да? Из-за того, что мы все разные, не можем друг друга понять, или можем друг друга понять, или пытаемся даже друг друга понять. Из-за этого нам жить интереснее, из-за того, что мы что-то не понимаем, но пытаемся его понять. Тот вопрос, ради которого вы сюда пришли, а как его создать-то? Как его получить, как его развить, и что вообще нужно для этого делать? Ну, создать его — это не совсем даже правильная формулировка, все гораздо проще. На самом деле, этот стиль у вас уже есть, вы просто либо боитесь, либо не уверены, либо как бы не знаете, что он у вас есть, но он и у вас есть. Так что вам ничего заново уже создавать не надо. Мы сейчас будем говорить только о том, как его выразить. Вы должны дальше смотреть этот ролик со знанием того, что у вас уже есть стиль, вы просто его не можете проявить, либо не понимаете, как его проявить, и мы сейчас попробуем это разобрать. И здесь я, наверное, использую самое удобное для меня сравнение, может, оно неправильное какое-то, но оно самое удобное, потому что оно идеально показывает, как это работает. Ну, по крайней мере, в моей башке это работает так. Давайте представим, что у нас есть маленький ребенок, и нам нужно его воспитать. У нас задача, нам дали ребенка, нам надо его воспитать, вырастить, всему обучить, все ему рассказать, как бы направлять его. И вот представьте, что этот ребенок, он как бы не материален, он не физически существует, а он существует у вас в голове. Ебать, педофил еще обрадуется. Со стилем работает точно так же. Грубо говоря, вы с самого нуля стиль вы пичкаете своими желаниями, своими вкусами, своими предпочтениями, взглядами, мнениями, мыслями, всем, чем только угодно. Насмотренностью тоже вы его пичкаете. Вот просто всем. И вот этот ребенок, которого вы направляете как бы расти вперед, рослеет, и точно так же это работает со стилем. Чем больше у нас насмотренность, чем больше у нас знаний, чем больше у нас вкусов, предпочтений и так далее, чем вообще, чем больше, в принципе, наш кругозор, тем взрослее этот ребенок. Этот ребенок помогает нам выразить себя для других людей. То есть представим, что у нас как бы мы родители, опять же, и мы уже не можем говорить, допустим, мы уже настолько старые, либо мы настолько не доверяем людям, а этот ребенок
будет говорить уже за нас. В чем сама суть? То, что поскольку ребенок это, а-ля наш стиль, он помогает нам разговаривать с людьми. То есть, грубо говоря, прям грубо, мы сами себя выращиваем уже для общества. Что есть я, которая сама собой, которая может обдумать все, что захочет, и говорить о всем, что захочет, сама собой. И есть я, которая скорее уделена для общества, а-ля такой образ. Я, которая общается, но уже с людьми. И согласитесь, что когда мы общаемся сами с собой, то у нас уже диалог другой, чем с каким-то другим человеком. У нас уже по-другому строятся мысли, уже они по-другому двигаются, потому что мы сами знаем, о чем хотим думать. А если мы будем разговаривать на ту же тему уже с другим человеком, то мы уже карабкаемся, уже упускаем именно те темы, которые хотели бы обдумать. И вот давайте продолжим уже использовать это сравнение, потому что оно правда удобное. Опять же, на его воспитание уйдет не пару дней, не пару недель. На это уйдет вся жизнь. Вы это учтите, потому что мы всю жизнь меняемся, мы никогда не будем стабильны, потому что у нас появляются новые вкусы, новые взгляды, это постоянно появляется. Возможно, у нас есть какие-то принципы устойчивые, либо устойчивое мнение, но мы взрослеем, и это мнение, оно уже становится просто банально неактуальным. И почему на это уходит так много времени? Потому что стиль — это и есть мы. Это, наверное, будет тяжело принять, это будет очень тяжелая информация, но это так и есть. Это есть и мы, которые мы показываем для других. То, что каким мы хотим быть. И на это уходит много времени, потому что это все чувства, это все эмоции, потери, страх, любовь, которую мы когда-либо испытывали. Либо просто мнение, которое банально менялось. Это все будет отображаться на вашем пути. Как и на вас, собственно, это отразилось. Вот точно так же работает со стилем. И также это ответ на то, почему у вас постоянно меняется стиль. И опять же, я, кстати, хочу упомянуть, зря я вначале это не упомянула, мы говорим о стиле не только у художников, но еще и у музыкантов. Мы, в принципе, о нем говорим, как стиль общения есть, стиль в музыке есть, стиль, опять же, в рисовании. Это является ответом, почему мы постоянно мечемся. Почему он такой извилистый, то он такой, то сякой, то такой. И это нормально, потому что вы сами меняетесь. Вы сами находите что-то новое, что-то увидели, что-то посмотрели, что-то прочитали, и у вас уже что-то поменялось внутри. И это влияет на вашу руку, которая рисует. Это тоже на нее влияет. Она тоже хочет это запечатлеть, этот момент, этот кусочек, фрагмент из вашей памяти и попробовать его воссоздать. Я могу сказать, что у меня тоже постоянно меняется стиль. И я не считаю это чем-то прям супер плохим. Это может быть нехорошо, потому что вам кажется, что вы нестабильны. Но попробуйте посмотреть на это как на этап прогресса. Да, может получаться некрасиво, да, может получаться как-то не так, как вы хотели, но это этап развития, он вот такой вот, и надо через него пройти дальше, чтобы понять, куда вообще двигаться, иначе, если вы застряли на моменте, ой, все, мне не нравится, куда я сейчас ушла, ой, все, больше не буду, вообще откидывайте эти мысли в корзину, и хотите или нет, возможно, это будет для вас просто ударом в сердце, но эти изменения вас, они будут всегда. И вам просто нужно их принять. Не надо их бояться, не надо их как-то подавлять в себе, не надо их как-то убирать из себя, да? Вы должны просто принять то, что вы меняетесь, это нормально, потому что иначе бы человек просто не смог бы существовать, находясь на одном месте. И какая основная причина-то вообще? Откуда-то изменения. Изменения появляются из-за каких-то событий в жизни. Например, что-то случилось, что-то в жизни, какое-то действие или какой-то поступок человека, например, на вас повлиял эмоционально, и вы просто сдулись. Это тоже влияет на вас, и вы меняетесь. И из этого меняется то, как вы думаете, и ваше мышление, оно тоже. Разные периоды вашей жизни, они влияют на ваш путь, как и человеческий, как и творческий. Так что, ребятки, кто сейчас запутался, кто не знает, что делать, кто сейчас думает, что вот вчера я рисовала так, сегодня рисую так, либо там, не знаю, сегодня мне нравилось это, а сейчас мне нравится то. Знаете что? Вам нужно принять оба этих варианта. Давайте возьмем пример. Вчера мне очень нравились бантики. Я так любила бантики. Я постоянно ходила в бантиках и вообще хотела сама стать бантиком. А вот сегодня мне нравятся кости. Я вот такая вот девочка, которая загадка и которая не понимает. Мне нравятся кости, смерть, черепа и вся эта движуха вообще черная. И вот в этот момент мы начинаем сомневаться, уже выбирать. Мы ставим себя перед выбором, что мы выберем, то или то. И
Этот выбор приводит нас в тупик, потому что мы начинаем уже врать себе, когда выбираем что-то одно. И это основная проблема, почему у вас происходит застой в каком-то творческом плане, а вы попробуйте выбрать эти оба варианта и попробуйте их совместить. Вам никто этого не запрещает, и у вас может не получиться, но вы попробуйте это сделать, потому что когда вы отказываетесь от чего-то, вы отказываетесь от какой-то частички себя, которая вам нравилась. Это приводит к мыслям, что ой, все, я сама себя не понимаю, ой, я сама не знаю, что я делаю. Нет, вы должны остановить себя на этой мысли, перестать выбирать что-либо, потому что вам никто не запрещает рисовать эти оба варианта. Вы можете либо их совместить, либо рисовать их оба, вам никто этого не запрещает. И нет, вы не будете казаться странным из-за того, что то, что вы любите очень много всего, это наоборот прекрасно, это идеально, это нужно продвигать в себе. И не нужно себя ставить перед выбором, что вот лучше, что нет. Очень часто на этот выбор влияет мнение уже окружающих, а это очень сильно давит по вашей самооценке. Вы начинаете думать, ой, мне нравилось это, но вот другим это не нравится, значит, я какая-то не такая, раз мне это нравилось. Нет, это не так. Этот выбор очень сильно вам вредит. И он приводит вас вообще даже к выгоранию, потому что вы начинаете рисовать одно, и ловите себя на мысли, что а вот то мне все-таки тоже нравится, но все-таки я уже выбрала это, значит, уже поздно. Ребят, во-первых, никогда не поздно, а во-вторых, не попробовав, вы никогда не узнаете, что из этого может получиться. Можете попробовать и то, а потом со временем у вас как-то рука запомнит ваши вкусы и предпочтения, да, и уже начнет это совмещать сама. Не бойтесь пробовать, самое главное, наверное, из этого стоит выделить. Это такой этап, он достаточно сложный, он непонятный, но его нужно пройти. И если вы в итоге все равно не понимаете, что вы хотите вообще показать, это нормально. Но, Соник, что же делать, чтобы все-таки создать свой стиль? Как же мне это сделать, если у меня ничего не получается? Скорее всего, не получается из-за того, что мы все боимся дать значение своим вкусам. Давайте поподробнее про это. И это, кстати, очень тонкая параллель будет с копированием, нашим любимым. Основная проблема, которая мешает нам себя выражать, это копирование. И сейчас это очень острая тема, которая очень много кого затрагивает. Ребят, кто, возможно, когда-либо копировал, я могу сказать честно, я тоже раньше копировала. Когда мне было лет 6, я копировала пони и ходила на четвереньках. Копирование вообще очень много кого затрагивало, и я не могу сказать, что это плохой поступок. Мы просто в основном делаем его неосознанно, потому что не знаем, как по-другому-то и повести себя, если нам что-то нравится. Поэтому не думайте, что я с негативом буду сейчас говорить про всех, кто копирует. Я, наоборот, хочу вас как бы объяснить, почему вы это делаете и как от этого избавиться. Копирование чего-либо очень сильно нам мешает самого себя услышать. Потому что, когда мы что-то копируем, мы его исключительно копируем. Мы не пытаемся его проанализировать, мы не пытаемся его провести через себя, мы не пытаемся его через призму своего взгляда воссоздать. И это основная проблема. Когда мы что-то начинаем повторять, оно не помогает нам развиться. Знаете, могу вам пример дать со школы. Раньше задавали учить стишки, учить формулы, зубрить. И мы это делали все. Но мы не понимали, а что это вообще такое. Мы это просто зазубрили, но мы не понимали, а как это вообще работает. И из-за этого мы не понимали дальше темы, например, по математике. Мы не понимали, а что из этой формулы следует, почему она так работает. Мы не понимали ее механику. И это приводит к тому, что мы теряемся, словно в тумане мы находимся и просто повторяем одно и то же. И эта зубрежка, а-ля копирование, нам не помогает. Давайте согласимся, когда мы учили стишок и рассказывали его преподу, мы хоть что-то понимали из этого стишка, мы понимали смысл, может быть, мы понимали суть. Может быть, мы в моменте ее поняли, но нам никто ее не объяснил, мы просто это вызубрили, и все. И точно так же со стилем, когда мы, например, копируем что-то, какой-то чей-то стиль, да,
это не дает ничего вам своего, и это вам мешает. Это, знаете, это работает как скорее какой-то яд, который затуманивает вам рассудок. То есть вы начинаете уже видеть мир, но не своими глазами, а глазами чужого человека. Это вам будет мешать жить. Поэтому, пожалуйста, одумайтесь. Ничего страшного нет в том, чтобы никогда не поздно одуматься, ребят, именно одуматься, потому что это проблема уже не для других людей, с которых вы копировали, а проблема уже для вас, потому что она вас будет заражать. Это будет как опухоль у вас работать в мозгу, и надо от нее избавляться. Надо избавляться от этой привычки копировать что-то без анализа. Вы можете продолжать, конечно, копировать, если хотите. Это вас тоже никто не останавливает в этом. Если хотите остаться на одном месте, то вас никто не будет останавливать, вы можете продолжать. Когда вы что-то начинаете осознанно копировать, давайте вы сейчас, вот как исповедь это будет, вы мне признаетесь, что нет, вы не хотите этого делать. Я-то знаю, что вы не хотите этого делать. Не смейте мне врать, не смейте. Вы хотите по-своему. Каждый человек хочет сделать все по-своему. И это правильно. Правильно делать то, как я это вижу. Самому себе уверенность, что ваш взгляд на мир, он тоже прекрасен, он тоже красивый. Обычно мы копируем что-то красивое, правильно? Либо что-то интересное. Мы не задумываемся, что в нас самих это красивое тоже есть. Мы просто его закрыли и прикрываемся другим чем-то красивым. Но зачем? И поверьте, эта значимость, которую мы дадим самому себе, она куда ценнее, чем просто копирование. Дайте людям взглянуть на мир вашими глазами. Прикиньте, как они вообще офигеют от того, как вы видите. Они просто оборзеют. Нет, ну честно. Просто представьте, может быть, в вашем взгляде кто-то найдет что-то интересное и свое. Вот вы вообще представьте такое. А вот вы не могли такого представить, потому что вы копировали. И опять же, не думайте, что я пытаюсь как-то вас подстебнуть, либо вас как-то задеть. Я вам, наоборот, хочу помочь. Мы все просто бесконечно разные, вот ну просто абсолютно разные. Да, у нас у всех есть общие темы для общения, общие взгляды, может быть, да, у нас такое есть, потому что мы вот, например, кого-то очень хорошо понимаем, потому что мы сами через это прошли, но мы никогда не сможем понять полностью. Да, к сожалению, мы не сможем. Дайте хотя бы попытку попробовать вас понять через этот взгляд, через этот стиль. Дайте эту попытку. Вы просто офигеете от того, вот я вот честно говорю, вы просто охереете. И пусть это будут самые кривые, самые громкие, самые неправильные рисунки. Дайте себя уже услышать людям. Люди тоже хотят вас послушать, люди хотят у вас увидеть, как вы видите мир, им это интересно. А вы им не даете это. Дайте мне самой, мне вот дайте. Вот мне интересно. Я вот не буду за всех людей говорить, окей. Я вот буду за себя говорить. Дайте мне посмотреть на вас. Мне интересно посмотреть, как вы видите этот мир. А уже потом думайте, как прокачать скилл, как уже правильно там композицию строить. Это уже все потом, все это уже дорабатывать, это все потом. Первые рисунки никогда не будут красивыми, вот просто никогда они вам не будут нравиться. Там, или первая песня, там. Она вам может, конечно, нравиться первое время, но потом уже вы посмотрите, такой, боже, что я вообще сделал. Поэтому не стоит от себя ожидать очень многого, и что у вас сразу все получится идеально. Нет, такого не будет. Будет очень много ошибок, и эти ошибки нам нужны. И давайте закрепим, тоже я это сейчас помечу фломастером, на досочке. Копирование приводит нас к стагнации нашей личности. Это мы просто выделяем просто самым огромным маркером и запоминаем, чтобы в будущем такого не делать. То есть я могу как бы сказать проще, то есть у нас будет застой, у нас может быть выгорание из-за этого. А мы этого хотим? Скорее всего, нет. Мы не настолько, конечно, мазохисты. И самое главное, помните, что все ваши ошибки — это ваша лестница. И не надо пытаться угнаться за кем-то, спотыкаясь. Когда ты падаешь, это очень больно, это очень неприятно. И ты уже думаешь, а продолжать-то вообще идти или нет. Поэтому не надо себя изводить очень сильно, чтобы вот стать сразу лучше, сразу, я хочу, чтобы было сразу все красиво. Эта мотивация, она очень хороша, она очень поможет вам развиваться, но надо ее все-таки использовать в меру и работать в своем темпе. У всех этот темп разный, все по-разному развиваются. Кто-то быстро, кто-то медленно, кто-то вообще скачками развивается, да? Не надо пытаться показаться тем, кем вы не являетесь, кем-то суперсильным, который только
делает 100 артов в день, потом еще сделает какие-то конкурсы, потом лотерею сделает, а потом вообще всем деньги раздарит. Не надо. У кого-то вот такой вот темп, представьте, а у кого-то вот темп, например, 1 рисунок в год. И это нормально, поверьте, потому что вот у кого-то уходит столько сил, столько желаний, столько эмоций даже на 1 рисунок. Опять же, это может привести к огромному выгоранию, а вот с выгоранием бороться уже очень тяжело. Мы, конечно, можем это обсудить, но уже точно не в этом ролике, а уже в следующем, как с выгоранием-то бороться. И не надо бояться и вечно сомневаться перед каждым шагом. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь пытаться, да. Вы представить не можете, что все люди ошибаются несколько раз, может даже миллионы раз в своей жизни. И это норма, это природа человека. Человек как бы не может жить без ошибок, иначе бы мы все были бы какими-нибудь бактериями, там, инфузориями, туфельками, которые остались бы на этом этапе развития. Нужно бояться того, что ты проигнорил эту ошибку. Вот этого уже нужно бояться. Помните, что ничего катастрофического не произойдет, если, конечно, вы там не ошиблись и не привязали к тросу человека, и он упал в какую-то канаву. На ошибках учатся, люди учатся всегда. Люди всегда будут учиться на своих ошибках, на чужих ошибках. И это будет всегда абсолютно. А что может помочь нам свой взгляд как бы развить? Для начала нам нужно признать то, что нам нравится. То, что наши вкусы, наши предпочтения, наши чувства к чему-либо, нужно их признать. То, что это да, это то, что мне нравится. Да, я это люблю. И перестать этого стыдиться. Перестать как бы думать о том, что скажут другие, вот мне вот нравится это, а вот, блин, вот он скажет, что это хрень. А я думаю, это вообще супер круто. И что мне делать, как мне это показать, если он так считает? Нужно понять, что у наших вкусов это не деление на что-то черное и белое. Нет хороших вкусов и нет плохих вкусов. Все вкусы это что-то серое. И нужно себе дать это понять и жить с этим. И опять же, в мире так много всего, что может вообще в принципе вдохновить. И если мы будем бояться абсолютно каждого нашего предпочтения, да, то мы ограничиваем сами себя. Просто мы сами не знаем, что нас может вдохновить. Если мы будем себя ограничивать, то мы потенциально теряем очень много рычагов, которые являются мотивом, чтобы мы творили. Итак, сделаем выводы из этого всего. Впитывать абсолютно все как губка. Все, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы чувствуем, ощущаем, чем мы дышим, это все мы должны впитывать как губка. Насмотренность очень сильно помогает, если что. Чем больше у нас насмотренность, тем легче нам будет выражать себя, тем больше способов мы можем найти выразить себя. Когда мы чем-то вдохновляемся, чтобы у нас появился свой стиль, все-таки мы про это, все-таки разговариваем. Мы должны проанализировать то, что мы увидели, пустить этот материал через себя и выдать уже то, как мы его прочувствовали, этот материал. Поняли? Шарите? Любая мысль должна пройти через анализ, через ваш взгляд, через ваше мышление должна пройти. То есть не копируя, а вы будете прогонять это через себя полностью. И чтобы помочь нам, мы все должны делать то, что нам нравится самому. Это может быть все что угодно. Это может быть чтение книг, смотрение фильмов, сериалов, аниме, манго, комикс, общение с друзьями, прогулки. Да это все что угодно может быть. Вы можете заняться чем вы захотите и занимайтесь этим почаще. Я понимаю, что много учебы, работы, очень много дел. Не забывайте уделять время своим хотелкам. Вы не представляете, насколько это важно. Вот просто не представляете. Дайте себе вот этот вот активный отдых, так скажем, приятный отдых. Но, опять же, вы можете воспользоваться самым легким способом и скопировать, но у меня тогда будет к вам встречный вопрос. Будет ли он для вас ценен? Потому что ценность вашего стиля заключается в том, что она прошла огромный путь, как и вы сами. Было очень много ошибок, неправильных. Вы рисовали так, потом стали так. Либо там вы сочиняли музыку так, но потом она изменилась и, например, стала каким-то хип-хопом. Изменение — это не значит, что это плохо. Изменение — это есть изменение. Нет синонимов к нему, что изменение равно плохо. Нет. Изменение — это только изменения. Они могут быть хорошими и могут быть плохими, но только для других людей.
Потому что для вас изменение — это как бы поиск. А поиск очень важен, потому что он дает вам пищу, чтобы прогрессировать, чтобы расти. И помню, в комментах еще писали, что постоянно скачет стиль. Скачки они будут всегда. Просто в какой-то момент они будут сильные, в какой-то момент маленькие. Это нормально, это поиск, это вы ищете себя, вы ищете, как себя показать. Это правильное развитие вашего пути. Правильно, это правильно, так и должно быть. Не бойтесь об этом говорить, не бойтесь показывать из-за этого ваши рисунки или вашу музыку, либо это правильно, что у вас что-то нестабильно. Вот если бы у вас все было стабильно, вот уже к этому были бы вопросы. Мы пробуем, мы пытаемся, это правильно, это хорошо. Я могу вас за это только похвалить, если у вас какие-то перебои, потому что вы пытаетесь, вы стараетесь. А сомнения, они притупляют, в принципе, все. Думаю, я пока что все сказала, что хотела сказать. Может быть, в будущем я захочу это дополнить, может, в будущем у меня появятся еще мысли, а может, даже на этапе монтажа. Но пока что это все. Делитесь своими мыслями, что думаете на этот счет, что для вас вообще, в принципе, значит стиль, как его развивать. Мне будет очень интересно это почитать. Может, вы со мной не согласны, любое мнение мне будет интересно почитать. И критику, и одобрение. Одобрение мне тоже как бы приятно. Так что я всегда за, чтобы с вами порассуждать на эту тему. И опять же, все, что я сказала ранее, это только мой взгляд, и вы можете с ним быть не согласны. Напишите, хотите ли вы еще такие ролики, хотите ли вы еще что-то пообсуждать. В принципе, тем много. Можете, в принципе, писать, что вы хотите. Я как бы обсудила с вами. Мне не впадлу. Мне просто, как вам сказать-то, я сейчас сгораю со стыда, и, наверное, я вообще умру, когда буду это монтировать и выкладывать. Но обязательно поделитесь своим мнением, что вы думаете, и хотите ли вы еще что-то подобное. Может, вам помогло, может, нет. Я очень надеюсь, что, может быть, кто-то что-то новое узнал, либо нет. За это тогда прошу прощения, что не смогла тогда что-то вам новое рассказать. И как-то так. Большое спасибо, что досмотрели этот долгий ролик. Вы огромные молодцы и бойцы. Молодцы, бэйбэ. И пока-пока.